Всем привет! В этом видео мы продолжим вязать вот такие вот пинеточки. В прошлом видео мы связали с вами подошву для этих пинеток, а в этом видео продолжим их обвязывать. Для вязания нам снова понадобятся наши маркеры, которыми мы сейчас воспользуемся. Чтобы найти серединку, мы ее отметим маркером, потому что в дальнейшем нам она понадобится для вязания носика наших пинеток. Итак, берем подошву и находим те места, откуда у нас начинались наши столбики с одним накидом. Вот эти петельки, где у нас первый столбик с накидом, мы и отмечаем нашим маркером. Отмечаем с одной стороны и также отмечаем с другой стороны первый наш столбик с одним накидом. Ну, вот что у нас получилось. Далее берем белую нитку, делаем первую рабочую петлю и начинаем обвязывать нашу подошву. Мы вязали за переднюю стенку, помните, рант, а задняя стенка у нас осталась свободной. Вот теперь за заднюю стенку мы и будем вязать. Делаем 3 воздушные петли подъема и обвязываем всю нашу подошву столбиками с одним накидом. Видите? Задняя стенка у нас свободна, и теперь в каждую петельку мы вяжем столбик с одним накидом. Весь ряд у нас будет состоять только из столбиков с одним накидом. В каждую петельку по одному столбику. Прибавлений никаких мы не делаем, просто обвязываем. Так обвязываем по всему периметру подошвы. Давайте довяжем самостоятельно. Вот что у нас получилось. Ряд довязан. Посмотрите. Следующий ряд у нас будет состоять из столбиков с одним накидом, и мы добавим вот такие вот рельефные столбики, чтобы пинетки у нас выглядели более нарядными. Мы будем вязать 2 столбика с одним накидом и 1 рельефный столбик, то есть чередуем. Сначала вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик заменяем 3 петельками подъема. 3 петли подъема. Далее накид, и за обе стенки делаем столбик с одним накидом. Далее вяжем рельефный столбик. Делаем накид, и за переднюю стенку, прям за сам столбик, вот передняя стенка у нас у петли, а мы вяжем за сам столбик. Вот, заводим крючок, захватываем ниточку и вяжем рельефный столбик. Такой столбик называется рельефный столбик за переднюю стенку. Далее вяжем просто столбики с одним накидом. 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Теперь делаем накид, заводим крючок за столбик наш, захватываем ниточку и провязываем рельефный столбик. Снова делаем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. И продолжаем вязать рельефный столбик. То есть мы чередуем 2 столбика с одним накидом, рельефный столбик. И так делаем по всему периметру нашей пинетки. 2 столбика с одним накидом, рельефный столбик. 2 столбика с одним накидом, рельефный столбик. Давайте довяжем самостоятельно этот ряд, а далее уже покажу, как вязать. Вот как должно получиться, уже виден наш рисунок. Итак, ряд довязан, вяжем новый ряд. Новый ряд у нас будет такой же, также будет 2 столбика с одним накидом и рельефный столбик. Здесь нужно обязательно соблюсти рисунок. В том месте, где рельефный столбик, мы вяжем рельефный столбик, чтобы у нас рисунок сохранялся.
Итак, делаем 3 воздушные петельки подъема, столбик с одним накидом за обе стенки. И далее делаем, у нас по рисунку рельефный столбик, и мы также вяжем этот рельефный столбик за переднюю стенку. Вот. Продолжаем вязать, делаем 2 столбика с одним накидом и снова делаем рельефный столбик за переднюю стенку. 2 столбика с одним накидом и рельефный столбик. Итак, вяжем весь ряд. 2 столбика с одним накидом, рельефный столбик. Вот что у нас получается. Вот такой рисунок. Давайте довяжем ряд самостоятельно по всему периметру нашей пинетки. Ну вот у нас ряд довязан. Сейчас мы приступаем к вязанию нашего носика. Возьмем наши маячки и отметим эти наши петельки. Мы отметим те же самые петельки, посмотрите, просто как бы их подняли наверх. Те же самые петельки, которые мы отмечали 3 ряда назад. Видите? Просто их подняли наверх для удобства. С одной стороны. И то же самое делаем с другой стороны. Напоминаю, что если у вас нет маркеров, то просто можно использовать цветные ниточки. Вот мы отметили, посмотрите. И теперь будем откладывать от одного и второго маячка еще дополнительные маячки. Откладываем 6 столбиков с одним накидом. И отмечаем 6-й столбик маячком. И с другой стороны от этого маячка откладываем 6 столбиков с одним накидом. И отмечаем 6-й столбик маячком. Ну вот, теперь уже можно приступить к вязанию. От одного до второго маячка мы будем вязать по рисунку, согласно, ничего не меняя. От оранжевых маячков от одного до другого рельефные столбики мы вяжем, как обычно. А между рельефными столбиками, посмотрите, у нас столбики с одним накидом, мы будем вязать столбики с одним накидом вместе. Ну, сейчас покажу. Итак, сначала вяжем до маячка. Делаем 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом. Рельефный столбик. Тут у нас ничего не меняется. Вяжем, как обычно. Еще 2 столбика с одним накидом. Снова вяжем рельефный столбик наш. А теперь вяжем 2 столбика с одним накидом вместе. Заводим крючок, делаем накид, заводим крючок и провязываем накид, не довязываем наш столбик. Далее делаем накид, заводим крючок в следующую петельку, провязываем накид. На крючке сейчас 3 петли, захватываем нить и провязываем. Делаем рельефный столбик. Снова 2 столбика с одним накидом вяжем вместе, делаем накид, заводим крючок и провязываем 1 накид. Накид, заводим крючок в следующую петлю, провязываем накид, из 3 петелек делаем 1 и вяжем рельефный столбик. Так мы вяжем до следующего маячка. Снова вяжем 2 столбика с одним накидом вместе и рельефный столбик. 2 столбика с одним накидом вяжем вместе и снова рельефный столбик. Два столбика с одним накидом провязываем вместе.
И теперь вяжем до следующего маячка рельефный столбик, 2 столбика с одним накидом, рельефный столбик. Все то же самое по рисунку. Рельефный столбик, 2 столбика с одним накидом. Довязываем до маячка. Итак, мы довязали до маячка. Теперь мы вяжем от одного маячка до другого точно так же. Посмотрите, 2 столбика с одним накидом. Первый столбик мы заменили 3 воздушными петельками. Второй столбик с накидом. И теперь рельефный столбик, он у нас был за переднюю стенку, а теперь по рисунку он у нас за заднюю стенку. То есть мы крючок заводим не спереди, а сзади. Видите? И вяжем, дальше продолжаем 2 столбика с одним накидом. Мы так вяжем до следующего маячка. Снова вяжем рельефный столбик. Вот мы довязали до нашего маячка. Теперь в каждую петельку мы будем заводить наш крючок. Посмотрите, делаем накид, заводим крючок в петельку и провязываем накид. Накид, заводим крючок в следующую петельку, провязываем накид, накид, заводим в петельку и так вяжем до следующего оранжевого маячка. Посмотрите, петелек на крючке у нас прибавляется, накид, заводим крючок в петельку, провязываем только накид, так. Посмотрите, сколько петелек у нас на крючке. Теперь захватываем крючком нашу ниточку и протягиваем сквозь все петельки. Делаем одну воздушную петельку и затягиваем. Теперь вяжем от оранжевого нашего маячка до зеленого точно так же. Рельефный столбик, 2 столбика с одним накидом, рельефный столбик, 2 столбика с одним накидом. Ну вот, носик у нас почти готов. Теперь остается нам соединить. Мы можем сшить иголкой наш носик. Давайте вывернем его, пинеточку. Мы либо сшиваем сейчас иголочкой наш шов, либо соединяем столбиками без накида или полустолбиками, но тогда у нас получится узелок. Я предлагаю использовать тунисское вязание. Сейчас покажу как. Нашу петельку надо пропустить через последнюю петельку, чтобы крючок у нас был ближе к нам. Теперь заводим под 2 петельки, тем самым соединяя наш шов в крючок, захватываем ниточку. Далее крючок заводим за следующие петельки, захватываем ниточку, заводим крючок за следующие петельки, захватываем ниточку. И так до конца, пока наш шов не будет соединен. Заметьте, что на крючке у нас количество петелек увеличивается. Видите? Теперь берем крючком, ниточку захватываем за 2 первых петельки, провязываем 2 следующие первые петельки, провязываем 2 следующие петельки, 2 следующие петельки и 2 следующие петельки. И вот у нас получился эластичный достаточно шов, и пинеточка наша готова. Носик у нашей пинеточки готов. Остается сейчас нам убрать наши маячки и посмотрим, что же у нас в итоге получилось. Пинеточку расправляем и все маячки снимаем. Вот я вытащила все наши маячки.
И что у нас получилось? Чтобы наглядно показать вам, я использую вот такую ножку, которую можно купить в любых магазинах для рукоделия. Я думаю, у нас очень красиво получилось. На этом все. В следующем видео я вам покажу, как довязывать пинетку и украшать. Увидимся с вами в новом видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!